Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня хочу вам показать стильный нарядный джемпер в голубом цвете, который подойдет абсолютно всем, на все возрасты и размеры. У нас используется эффектный узор вертикальными косами с красивыми ажурными дорожками. Бесспорно, модель это весенне-летнего ассортимента. Ее можно носить универсально, знаете, и с юбками, и с шортами, брюками, сарафанами, платьями, все что угодно. Очень красивая модель. Я бы вам всем посоветовала обратить на нее внимание. Мы будем сегодня с вами составлять описание для размеров 42, 44, 46 и 48, 50. Девочки, вы без труда сможете немножечко изменить и связать на больший размер, расширив полотно вот здесь по бокам. Здесь, видите, у нас идут такие ажурные дорожечки на фоне изнаночной глади. Очень простые, красивые дырочки такие смотрятся, да? Модель несложная. Средний уровень мастерства вам понадобится. Я нарисовала схему узоров. У нас тут два вида косы, как вы видите, используется. Мы с вами свяжем этот образец, все нюансы обговорим и сделаем расчеты. То есть никаких проблем у вас не будет. Сейчас мы смотрим выбор пряжи. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Для вязания нашего джемпера я предлагаю пряжу Alize Cotton Baby. Турецкого производства пряжа. У нас, смотрите, 50% хлопок, 50% акрил. Шикарная пряжа, цвет я использую номер 40. Далее у нас 100 грамм 270 метров. Вот такое роскошное получается вязаное полотно, как видите. Красивые такие косы рельефные. Между ними такой красивый рельефные дырочки ажурные, рельефные дорожки. Это все такое вертикально и красиво смотрится. Богатейший узор получается. Вяжется не сложно. В общем, просто полный восторг у меня вызывает вязание этого вязаного полотна. Что такие нежные цвета. Просто роскошь. Просто роскошь. Так, давайте я вам, покажу пряжу по аналогии, которую можно использовать. Пряжа турецкая, тоже турецкая, но другая компания производит Этрофил Пумуклу Бэби. Цвета тоже очень нежные, красивые цвета используются данного. Мне очень нравится. Давайте посмотрим данной марки. Так, что у нас здесь с вами с метражом? Не нахожу. Ну, то, что это полухлопок, тоже очевидно. В 100 грамм 260 метров, да. И вот там, видите, да, хлопок, акрил, 45% акрил, остальное хлопок. Так, шикарная пряжа, шикарная. Мне она очень нравится. В общем, она чуть-чуть потолще, она более такая скручена, более туго, чем пряжа, которую я использовала, вот эта Cotton Baby, да, то есть она помягче, а это поскрученнее. И, кстати, рельефный узор в ней будет смотреться, по-моему, еще более рельефнее, чем вот в этой нежной, мягенькой нашей пряже. Так, и как альтернативу предлагаю еще вам пряжу Alize Cotton Gold Pratica. В общем-то, эта пряжа толстая. То есть, если вы хотите еще более, чтобы получилось у вас рельефно, богато, можно сказать, крупной вязки полотно, то вот как альтернативу можете использовать полухлопковую пряжу. Видите, 55% хлопок, 45% акрил. Это пряжа в 100 грамм 220 метров. То есть, вот она,
шикарно тоже скручено у нас. Но это будет другая плотность. Девочки, имейте в виду, плотность надо будет пересчитать для пряжи вот этой более толстенькой. Так, ну а сейчас давайте с вами посмотрим схему. Я нарисовала схему. Еще раз давайте взглянем на наше шикарное полотно, которое получается. Наше рельефное, вот эти косы, и между ними вот эти красивые такие впадины в виде ажурных дорожек. Это просто беспроигрышный вариант во все времена. Тем более эти косы, они будут вертикальные такие составляющие имеют, они будут вытягивать фигуру зрительно. Это будет очень красиво смотреться. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. Ну, здесь у нас 2 косы, и между ними вот на 6 петлях идет ажурная дорожка. На фоне изнаночной глади вяжется. Давайте про условное обозначение. Пустая клеточка – это лицевая петля. Здесь вот у меня идет раппорт узора. Раппорт любой косы у нас 16 рядов, то есть и на 16 петлях, которая ширину имеет, и на 12 петлях тоже 16 рядов у нас. Видите, да? Ну, вот эти вот перекрещивания 6 петель налево, перекрещивание 6 петель направо, это обозначение обозначает, тут то же самое. В общем-то, несложно вяжется. Здесь у нас кружочек – это накид, горизонтальная черточка – это изнаночная, и вот этот треугольничек 2 вместе одной изнаночной петлей. Понятно, да? Мы все это с вами сегодня будем вязать. Я думаю, что вы все освоите и поймете. Не сложно вяжется, повторюсь. Средний уровень мастерства. Вот такая выкройка у нас с вами будет сегодня использоваться. Это выкройка без размеров. Здесь нет размеров. Все размеры я ставлю в расчетной части. Когда мы с вами свяжем образец, сделаем расчет плотности, и потом начнется по этой выкройке. Я стану вам рассказывать, какие размеры мы будем сегодня рассчитывать, как рассчитывать, обосную каждую циферку. В итоге получится вот такое описание. Вот так выглядит у нас описание, девочки, которое я выкладываю под видео. Читайте, пожалуйста. Здесь подробнейшим образом вся инструкция абсолютно бесплатно. Постаралась здесь учесть все нюансы, вся последовательность ваших действий здесь есть. Как пройму закрыть, как горловину сформировать, на какой высоте, все подробнейшим образом рассказываю. А как расположить узоры, показываю в расчетной части. Это очень важный момент, особенно касается данной модели, поскольку там, видели, разные у нас используются косы. В общем-то, все это надо красиво, симметрично расположить. Пожалуйста, смотрим. Сейчас мы будем вязать с вами образец узора, а вот уже потом будет у нас расчетная часть. Для вязания образца я набрала 36 петель и связала уже 6 рядов, девочки. Начало. Это, так скажем, вспомогательные наши ряды. Пока еще про раппорт не идет речь. Просто если вы посмотрите внимательно на саму модель, то вы увидите, что эти вспомогательные ряды там присутствуют. Скоро начнутся перекрещивания, и именно с первого перекрещивания у нас начнется раппорт нашего узора. А сейчас сделайте, как я, пожалуйста. Значит, первые петли мы вяжем кромочные, 16 лицевых. Затем идут 6 изнаночных и 12 лицевых кромочные. Таким образом, вы вяжете 2 ряда. В изнаночном ряду вы вяжете, как смотрят петли. И далее мы будем с вами приступать к формированию вот этого вот между косами на изнаночным петелькам связанная ажурная дорожка. И здесь такая будет особенность. Сейчас я буду вам показывать первый ряд этой ажурной дорожки, затем покажу третий ряд. Всего 4 ряда раппорт ажурной дорожки. Итак, мы продолжаем с вами вязать, как я уже сказала. У меня это уже получается, девочки, вспомогательный 7-й ряд я вяжу.
вяжем, как я сказала, 16 лицевых. И вот первый ряд нашей ажурной дорожки. Значит, вяжем все петли изнаночные, 6 изнаночных. Это первый ряд ажурной дорожки. И затем вяжем 12 лицевых. Кромочная, изнаночная. Все изнаночные ряды мы вяжем, как смотрят петли, и в ажурной дорожке нашей с изнаночной стороны накиды, когда будут вязаться, вы будете их вязать лицевыми петлями. Понятно, да? Вяжем самостоятельно. Итак, у нас с вами первый ряд косы. Раппорты кос совпадают в высоту. Вот, поэтому мы будем с вами, они 16 рядов составляют, совсем отличается высота вот этого центрального нашего узорчика ажурной дорожки с изнаночными петлями. У него 4 ряда, я повторюсь. Так, и вяжем косы. Первая коса на 16 петлях, вяжем 2 лицевые. Следующие, девочки, 6 петель будем перекрещивать направо. Вы можете воспользоваться дополнительной спицей, вот такой, и переснимать эти петли, которые у нас сейчас будут идти там, за работой, перед работой, имейте в виду. Но я вам покажу очень интересный способ, как это сделать без дополнительной спицы, сделать перекрещивание. Смотрите. Берем 6 петель, снимаем их на правую спицу. Сняли. И далее, смотрите, первые 2 петли будут за работой, следующие 4 высвобождаются перед работой. Мы их аккуратненько возвращаем на правую спицу. Мы перекрещиваем 6 петель направо, и вот эти вот возвращаем их с помощью правой спицы на левую. Они у нас оказываются перед работой, эти 4 петли. Все 6 вяжем лицевыми. И вот такая особенность, девочки, чтобы очень сильно здесь не стягивалось, я вам рекомендую делать накиды. Да? Смотрите, накид, лицевая, накид, лицевая. Эти 2 петли так провязываются накидами, которые за работой. Вы поймете, о чем идет речь. Я вам покажу, как в изнаночном ряду эти накиды мы сбрасываем. И петли становятся вытянутые, длинные и красиво смотрится полотно. И оставшиеся петли у нас будут идти, оставшиеся 6 петель, просто лицевыми провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лицевых. 8 лицевых. Связали. Далее идут, смотрите, далее у нас идет следующий момент. Вяжем 3-й ряд нашей ажурной дорожки на 6 петлях. Первая петля идет изнаночная, затем мы делаем накид и вяжем 2 вместе изнаночной, следующая опять 2 вместе изнаночной. Как вам удобно вяжите, я за передние вяжу стеночки. И опять делаем накид, изнаночная. Вот так вы будете вязать каждый раз 3-й ряд. Дальше у нас в нашей в этой следующей косе на 12 петлях снова перекрещивание. Следующим образом вяжем 2 лицевые. И следующие 6 петель будем перекрещивать с вами направо. Точно так же. Смотрите, еще раз показываю. Первые 2 петли за работой. 4 петли перед работой, и мы их аккуратно с помощью правой спицы возвращаем на левую. Все, никакая дополнительная спица не нужна. Первые 4 вяжем лицевыми, а те 2 петли, которые за работой, мы вяжем как накид, лицевая, накид, лицевая.
И далее остались в косе еще 4 лицевые. Вот таким образом сделали мы. Дальше вяжем кромочное, изнаночное. Все на этом. Переворачиваем наше вязание и вяжем второй ряд косы. Косы у нас второй ряд. Также вы будете делать всегда в изнаночном ряду, где перекрещивание. Мы вяжем с вами изнаночные петли, то есть мы вяжем, как смотрят петли, и доходит наша очередь до накида. Накид сбрасываем и продолжаем вязать изнаночную. Накид сбрасываем, продолжаем вязать изнаночную. Петли получаются вот такие длинные, видите? Они вытянутся, будут красиво смотреться. Все. Далее вяжем просто, как смотрят петли. Доходим до нашего с вами ажурной дорожки. И здесь накиды вяжутся лицевыми. В ажурной дорожке изнаночные ряды вяжем все петли лицевые, в том числе накиды. Далее опять вторая у нас идет коса. Мы вяжем все петли изнаночные, доходим до накидов. Накид сбрасываем, ни в коем случае его провязывать не надо. И вяжем изнаночное, снова накид сбрасываем, вяжем изнаночное. И все оставшиеся петли вяжем изнаночными. Кромочная и изнаночная. Все. Связали мы с вами второй ряд. Я больше показывать изнаночные ряды не буду. А здесь вот видите, как у нас не стянуто, хорошо смотрится перекрещивание. Аккуратно. И здесь также, видите. Так, далее мы с вами сейчас приступаем к вязанию третьего ряда. Вяжем следующим образом. Кромочная. Следующие 6 петель сразу будем перекрещивать, показываю вам. Так, перекрещиваем 6 петель также направо. Первые 2 за работой и 4 перед работой. То же самое повторяем. И далее вяжем 4 лицевые перекрещенные, которые перед работой. И те 2 петли, которые за работой, также с накидом. Делаем накид, лицевая, накид, лицевая. Оставшиеся петли вяжем просто изнаночными. Ой, просто лицевыми, что я говорю. Так, связали. И переходим к нашей ажурной дорожке. И здесь первый ряд у нас, раппорт повторяется с первого ряда. Вяжем все 6 петель изнаночными. Далее в косе в нашей номер 2. Третий ряд вяжем на 12 петлях коса. Также 6 петель перекрещиваем с вами направо. То же самое делаем. Первые 2 петли за работой. Высвобождаем 4 петли перед работой. Аккуратненько их возвращаем на левую спицу. И вяжем 4 лицевые. Делаем накид, лицевая, накид, лицевая. И оставшиеся петли у нас будут тоже лицевыми вязаться. Все, связали. Кромочная, изнаночная. Отлично. Ну, четвертый ряд я не буду показывать. Вы уже знаете, как вязать. В принципе, зачем нам повторяться, да? Вяжем изнаночный ряд, как смотрят петли. Пятый ряд вяжем с вами нашего узора. Коса на 16 петлях. Вяжем 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И далее перекрещиваем 6 петель, девочки, 6 петель налево теперь. Значит, смотрите внимательно. 6 петель также я снимаю на правую спицу. 4 первые петли будут перед работой. Я их, вот видите, с помощью левой спицы вот так высвобождаю те, которые 2 остались за работой. Вытянула спицу, да, и аккуратно сзади эти 2 петельки возвращаю на левую спицу. Все, перекрестили. И вяжем лицевая, накид, лицевая, накид. Это мы связали 2 петли, которые остались за работой. А те, которые 4 перед работой, просто лицевыми вяжем. И еще остались в косе 2 лицевые, тоже их вяжем. Все. Перекрестили 6 петель, значит, получилось налево.
Затем у нас в ажурной нашей дорожке сейчас будет вязаться третий ряд. Мы вяжем изнаночная, накид, 2 вместе изнаночной, снова 2 вместе изнаночной, делаем еще один накид, изнаночная. Здесь уже по логике вяжем. Дальше идет коса, у нас с вами идет в 5 ряду. И мы вот эту косу на 12 петлях вяжем просто все петли, все 12 лицевых. Никаких перекрещиваний здесь нет. 12 лицевых. Кромочная вяжем изнаночной. 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 7-й ряд узора следующим образом. Кромочная. В первой косе у нас с вами сейчас будет так, 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И следующие 6 петель перекрещиваем налево. Снимаем 6 петель на правую спицу, 4 петли перед работой, 2 петли высвобождаем за работой. Аккуратно их снимаем, возвращаем на левую спицу сзади там и вяжем лицевая, накид, лицевая, накид и 4 лицевые. Связали. Далее идут у нас 6 изнаночных. Это ажурная дорожка наша. В этой косе у нас на 12 петлях все петли 12 вяжутся лицевыми. Здесь нет перекрещиваний. Кромочная, изнаночная, все, связали, да? Переворачиваем, и у нас с вами 8-й ряд, как смотрят петли. Итак, у нас с вами 9-й, девочки, ряд косы на 16 петлях, и мы будем ее, знаете, как вязать? Все петли 16, все лицевые. То есть в косе сейчас 8 рядов будут все петли лицевые. И затем повтор раппорта с 1-го ряда. То есть, девочки, смотрите, 9, 11, 13 и 15 ряды в нашей косе на 16 петлях вяжутся лицевые петли. Так, теперь здесь у нас в ажурной дорожке изнаночная, накид, 2 вместе изнаночной, снова 2 вместе изнаночной, то есть 3-й ряд раппорта, делаем опять накид, изнаночная. В этой маленькой косе на 12 петлях у нас в 9 ряду будет перекрещивание. И вяжем мы его следующим образом. Первые 4 петли вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4. Следующие 6 петель перекрещиваем налево. Так, также у нас первые 4 перед работой, 2 за работой. Поменяли их местами, девочки, вот так. И провязали лицевая, накид, 4 лицевые. И еще остались 2 лицевые, кромочная, изнаночная. Так вот. Вот так вырисовывается наш с вами узорчик. Интересно. Так. Значит, переворачиваем и 10-й ряд вяжем, как смотрят петли. Не забывайте, пожалуйста, скидывать эти накиды. Вы можете их не вязать, кто не хочет, кому они не нравятся. Можете их вообще опустить, и будет у вас просто сильно стянутое полотно. Итак, у нас 11-й ряд. В нашей косе мы просто 11 лицевых вяжем. Ой, то есть 16 лицевых вяжем. Так, связали. В ажурном узоре просто 6 изнаночных. И в следующей косе будут перекрещиваться петельки. Сейчас будут опять 6 петель налево перекрещиваем. Вяжем первые 6 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А следующие 6 петель будем перекрещивать налево. Также сняли 6 петель на правую спицу, 4 петли первые перед работой, за работой 2 петли,
мы их возвращаем. И вяжем как лицевая накид, лицевая накид. И снова 4 лицевые в косе. Накиды скидываем эти в косе. В изнаночном ряду мы их не провязываем. Все. Переворачиваем, вяжем 12 ряд, как смотрят петли. И следующие, девочки, 13-15 ряды у нас в косах вяжутся и в той, и в другой косе все петли лицевые. Ну и, конечно, наша ажурная дорожка вяжется по раппорту. Не забываем об этом, да? То есть сейчас косы мы вяжем 13-15 ряды, все петли лицевые, и затем идет повтор раппорта с первого ряда, как мы начинали перекрещивание. Давайте я больше показывать не буду, и так все понятно, как вязать, да? Мы с вами сейчас свяжем образец на нужную вам высоту. Я тоже сделаю, чтобы он посолиднее смотрелся. Свяжу, наверное, еще один раппорт этих кос. И затем мы с вами сделаем расчет плотности нашего полученного полотна. Итак, делаем влажную тепловую обработку нашего образца горячим паром. И давайте потянем его во влажном состоянии. Наше полотно получившееся. Так, отлично. Оставляем сохнуть. Оставляем сохнуть. Итак, наш образец с вами высох, девочки. Очень ровненький, красивенький получился. Давайте сейчас с вами возьмем обычную линеечку и измеряем ширину полученного полотна. Измерять я буду... Немножко сдвинем отсюда, то линеечка не умещается. Так, измеряем. Итак, значит, у меня 16 сантиметров. 16. 36 петель. 36 петель участвует. Делим на 16 сантиметров. 2,25. Это плотность по горизонтали. Это надо записать в тетрадочку. 2,25. И также мы измеряем высоту. Берем наш образец, также его укладываем и измеряем высоту 15,5 сантиметров. Считаем ряды. Так, девочки, 38 рядов у меня сейчас в образце связано. Мы делим на 15,5 сантиметров и получаем 2,45. Это плотность по вертикали. Девочки, мы будем делать с вами, составлять описание по данной выкройке. Рассматривать будем сегодня размерчики 42, 44, 46, 48, 50. И ширину сразу называю. Первый размер 46 сантиметров будет у нас ширина спинки переда. Второй размер 51,5 сантиметров ширина. И третий размер 56,5 сантиметров ширина. И сразу петельки, да, считаем. Мы с вами посчитали только что плотность по горизонтали 2,25 в 1 сантиметре. И в 1 сантиметре 2,45 ряда умещается у нас такая плотность. Теперь мы должны с вами нашу ширину 46 сантиметров умножить на эту плотность по горизонтали 2,25. Получается 104 петли. Второй размер я также умножила, получилось 116 петель. Третий размер умножить ширину на плотность по горизонтали 128 петель получается. Мы будем вязать все детали, значит, снизу вверх. Набираем для планочки на спице номер 3 104, 116, 128 петель и вяжем резиночкой 1 на 1.
на высоту 10 сантиметров. Затем переходим к вязанию нашего узора и располагаем петли следующим образом. Сейчас нам понадобится очень внимательно смотреть на схему. Вот смотрите, так схематично я изобразила расположение узоров. Первый размер 104. Значит, на все размеры у нас с вами неизменная вот эта сердцевина в количестве 52 петли. В составе идет центральная коса на 16 петлях. С двух сторон идут наши ажурные дорожки изнаночной гладью. Мы вязали, да, изнаночными петельками на 6 петлях. И далее у нас с вами идет коса на 12 петлях, с двух сторон симметрично. И все это в сумме 52 петли. С двух сторон от этого массива центрального, там, скажем так, блока узоров у нас располагаются ажурные дорожки. Но, девочки, смотрите, ажурные дорожки там располагаются не так, как мы, вот здесь я в схеме рисовала, да, которые занимали у нас с вами 6 петель. 6 петель занимала. Это вот не надо на это обращать внимание. 6 петель, вот они у нас шли, мы с вами вязали его в нашем узоре. И это все так и есть в центральном нашем мотиве. Что касается вот этих чисел, которые здесь у нас стоят, 25, 25, это наш узор, вот этот ажурный узор, но он немножко по-другому будет вязаться. Смотрите, у него становится раппорт равный 3, но особенность будет такова, что вот мы заканчиваем вязать, допустим, косу на 12 петлях, да, и здесь должно быть вот так. То есть мы добавляем с вами 2 петли для симметрии. Вот, и затем у нас идет вот такой уже раппорт по 3 петли подряд, да? И этих вот по 3 петли подряд будет у нас сейчас на наши размеры будет разное количество. Вот, то есть вот эти 2 петли для симметрии и по 3 петли подряд идет. Следующим образом будем располагать. Значит, для первого размера, вот от 12 петель, расположение будет вот таким. Значит, в эти 25 петель будет входить 7 раппортов по 3 петли, 2 петли для симметрии и 2 изнаночные, вот здесь будут крайние. То есть вот здесь вот я пишу 2 изнаночные. Вот посмотрите. То есть, смотрите, начнете вы после вот этих косы на 12 петлях с этих 2 петель по схеме. Она включается изнаночную и накид, вот эти вот. Затем у нас идет 7 раппортов по 3 петли, вот таких вот. И заканчивается все 2 изнаночными. С этой стороны 25 петель зеркалится. То, что я вам нарисовала по схеме, это просто зеркалится, да, то есть вы начинаете с 2 изнаночных, затем у вас идет 7 раппортов по 3 петли, и здесь у вас будет идти петля первая, накид, потом изнаночная. Зеркалится, все полностью зеркалится, как здесь. Так, теперь там, где 31 петля у нас, для второго размера, с 2 сторон 30, по 31 петле, здесь надо будет связать 9 раппортов по 3 петли, 2 петли для симметрии и 2 изнаночные также идут, боковые, крайне боковые. И для третьего размера то же самое, 11 раппортов по 3 петли, 2 петли для симметрии, 2 изнаночные. То есть вот такое расположение узоров, и будет 104, 116, 128 петель. Вот я это все и изобразила. Дальше пойдемте. Значит, вот мы все это расположили, вяжем на высоту 30, 29, 28 сантиметров. Это все будет зависеть от того, что длина изделия заложена 60 сантиметров. В моих расчетах у вас будет, возможно, другая длина, то есть вы под свой рост, под свое предпочтение, под свое желание закладываете эту длину. И, конечно же, вот этот параметр у вас будет меняться под себя.
можно пересчитать. Сразу же эти все сантиметры переводите, девочки, в ряды с помощью вертикальной плотности, то есть 30 сантиметров. Надо будет умножить на вертикальную плотность 2,45, вы получите 74 ряда. Я пишу 74 ряда. И когда будете вязать, обязательно считайте, девочки, ряды. Чтобы не сантиметром вы 30 намерили, а именно ряды посчитали. Просто после стирки ваше изделие вытянется. И то, что вы там мерили сантиметром, станет совсем другого масштаба. Да? Оно вытянется. И вместо 30 у вас получится 35, да? Соответственно, у вас длина изделия изменится. А вот если вы воспользуетесь плотностью, вы помните, как мы считали эту плотность? Мы тянули наш образец, помните, да? Вот, имейте это в виду. Там уже весь этот коэффициент плотности заложен. Теперь пройма. На первый размер я беру глубину проймы 5 сантиметров, и это у меня будет 11 петель. Для других двух размеров я увеличила по одной петле, по 12 петель пройма. То есть чуть становится она у нас глубже. Вырез горловины у нас с вами берем на первый размер 20 сантиметров ширину выреза. И дальше я увеличиваю. Но я 20 сантиметров также умножаю на плотность по горизонтали 2,25 петель. И получаю 44 петли. Берем четное число, поскольку у нас в расчетах участвовали четное количество. Да? 44, второй размер 46, третий 48 петель. И все, что осталось, это петли плеч. 19, 23, 28 петель. С этим понятно. Я сейчас вам не рассказываю в своем вот в этом расчете, как сделать красивое закругление по пройме, на какой высоте мы будем формировать с вами вырез горловины. У меня глубина по спинке выреза это 2 сантиметра, у переда 8 сантиметров. Все это я подробно расписываю в описании, которое выкладываю под видео. Пожалуйста, посмотрите, там все эти мерки есть, на какой высоте вы приступаете, как закрыть эти петли красиво, с чего начать. Все подробно в инструкции по вязанию выложено под видео. Пожалуйста, будьте внимательны и там читайте. Высоту проймы я беру 20, 21, 22 сантиметра. Вот, имейте это в виду. Теперь переходим к рукавчику. У рукава набираем для планки 44, 46, 48 петель и вяжем на высоту 15 сантиметров. Также используем резинку 1 на 1. После этого переходим на узор. Располагаем петельки на 54 петлях, то есть в последнем изнаночном ряду нам надо в резинке прибавить петли так, чтобы получилось 54 петли на все размеры. Одна вот эта мерка. Расположение узоров будет вот таким. То есть мы берем с вами вот этот наш основной узор на 52 петлях и еще 2 кромочные добавляем. Получается 54 петли. Да? То есть вот это вот расположение. Все петли, которые вы будете прибавлять по скосу, вы их вставляете вот в этот узор, руководствуясь таким же принципом. 2 петли для симметрии и раппорты по 3 петли идут. Понятно, да? Пожалуйста, это очень важно. Так, дальше. Что у нас там с вами получается? Следующий момент — скос плеча. Ой, скос по рукаву. И здесь нужно начать с того, что у нас с вами необходимо определить ширину рукава самой широкой части, да, то есть внизу-то нам стало известно 54, а здесь я беру 19, 20, 21 сантиметр, увеличиваю эти мерки в 2 раза, вот, и увеличиваю это все на плотность, умножаю на плотность по горизонтали 2,25. Получаю количество петель.
То есть у меня получается 86, 90, 94 петли, самая широкая часть рукава. И теперь из этих чисел я отнимаю 54 петли и получаю на первый размер 32 петли надо прибавить. Делим на 2 скоса. И получается, что по каждому скосу прибавка составит 16 петель. Для второго размера 18 петель, для третьего 20 петель. И теперь, зная высоту скоса, общую длину рукава я заложила 60 сантиметров. Из них у меня идет планка нижняя 15 сантиметров и окат на высоту 13,5 сантиметров. И все, что осталось, это 31,5 сантиметр. Это высота нашего скоса. Мы переводим с помощью вертикальной плотности в ряды, то есть 31,5 сантиметр умножить на 2,45 ряда, плотность по вертикали, получаем 78 рядов. И теперь 78 делим на 16, получаем в каждом пятом ряду идет прибавка. То же самое касается других размеров. Получилось на 2 других размера в каждом четвертом ряду прибавка. Прибавки делаем одновременно и равномерно с двух сторон. И в итоге переходим, когда у нас на спицах через 78 рядов будет вот это количество петель, мы приступаем к формированию оката рукава. Окат рукава я не рассчитываю, поскольку вы, девочки, будете вязать этот джемпер уже отнюдь не начинающие вязальщицы. Наверняка многие из вас знают, как сформировать этот окат. Начинающим вязальщицам я бы не стала рекомендовать вязать этот джемпер. Здесь требуется опыт, поскольку здесь и пройма вывязывается, и везде у нас вывязывается вырез горловины. И здесь у нас надо сформировать скос и окат. То есть здесь как минимум средний уровень мастерства требуется для вязания этой модели. Но если все-таки вы хотите узнать, как же все-таки рассчитать окат рукава и сделать эти убавки, я вам скажу, что у меня под видео есть ссылка на статью, в котором этот расчет есть. Вы сможете самостоятельно сделать этот расчет для своего размера. В целом, если в общем, я могу вам сказать, что эта часть делится на 3 части, то есть вот этот наши петли по окату делятся на 3 части. И мы первую часть закрываем петли так же, как по пройме. Вот. Затем у нас идет такой очень крутой подъем, когда мы будем в каждом втором ряду закрывать по 1 петле. Вот. Затем у нас идет период, когда мы будем в каждом втором ряду закрывать по 2 петли. В самой пологой части мы закрываем уже по 3 петли. И затем одним рядом мы закрываем приблизительно 15-20 петель того, что остается на спицах. Вот так в целом кратко я описываю вам формирование оката. Для начинающих мастериц очень важно сделать выкройку в натуральную величину и вязать по ней. Я лично так училась. Меня учили нарисовать выкройку рукава, и когда вяжешь, каждый раз в каждом лицевом ряду я прикладывала эту выкройку, свое полотно к выкройке, да, и смотрела. Так, ага, очень очевидно было видно. Здесь надо прибавить по 1 петле, вернее, убавить по 1 петле, здесь надо убавить по 2 петли. То есть, в принципе, вот такой простой способ сформировать красивый окат рукава. Он может, то есть, практически быть с использованием выкройки в натуральную величину, он может быть теоретически расчетный. То есть вот 2 метода, которые каждый из вас должен выбрать сам для себя, что ему удобнее. В целом, девочки, все описание есть под видео. Последовательность всех ваших действий я там выложила в виде текста. Читайте. И, в общем-то, я надеюсь, что у вас не будет проблем связать эту модель, поскольку она классическая. Мы много раз такое проходили, скажем так.
Я желаю вам удачи и до новых встреч!